Father's asking me to have mercy on him and go slowly. Я попросил его, чтобы он был ко мне милосердным, чтобы с предложения на предложение быстро не прыгать, потому что It's hard sometimes to think slowly and to speak slowly, so forgive me. Иногда мне тяжело думать медленно и говорить медленно. I would like to start by thanking you for listening to me again. Я бы хотел сначала поблагодарить вас за то, что вы слушаете меня. I was getting an understanding of what you were hearing me saying by the questions you've been asking. Я понимаю, как вы понимаете, то, о чем я говорю, теми вопросами, которые вы мне задаете. I want you to understand Я бы хотел, чтобы вы поняли, that I don't come as an expert in anything, я сюда приехал не как эксперт в чем-то, but just as a brother. а как просто брат. I come not to teach, Я не приехал учить, but to share my experiences with you. а я приехал поделиться своим опытом. Because I know how difficult the struggle is. Потому что я знаю, насколько трудна брань. And people have shared with me their struggle. И люди поделились со мной их бранью. And by doing that, they have made it easier. И делая это, они сделали для меня путь легче. And so if God allows me to make your struggle easier, I am grateful. Если мне Господь Бог позволит вашу брань сделать более легкой, я буду благодарен. You don't have to agree with me. Я не ожидаю, что со мной будете согласны. It's nice if you do, and I'll argue with you if you don't. Неплохо, если вы согласитесь, я готов поспорить, если вы не согласны. But I'm not offering you something that you have to say yes to everything. Я не предлагаю что-либо, на что вы должны отвечать «да». One issue that I brought up about loving God and loving neighbor. Одной из проблем, с которой мы сталкиваемся, это о любви к ближнему и вообще любви. Several people brought up the fact that in the arena, the writings of Saint Ignatius Bryanchinin. Несколько людей мне задали вопрос, что в трудах святителя Игнатия Брянчанина и приношении современного монашества арена. That he spoke of the difficulty of these times. Он говорил о трудности времен. And there was question about whether it is possible И задавался вопрос, является ли возможным to have elders or to have spiritual guides at a time like this. Является ли возможным находить старцев и помощников в это время? So I go nowhere when I travel without the arena. Я еще не знаю такого дня, когда бы я не путешествовал без книги «Приношение современного монашества». I love this book. Это одна из моих любимых книг. I read it often to the monastery. Я читаю монахов часто. And I think Я думаю, что that we don't read the same book. и мне кажется, мы не одну и ту же самую книгу читаем. Because when I read Saint Ignatius last night, Потому что когда я специально перечитывал святителя Игнатия прошлой ночью, I think I said what he says. мне кажется, что я говорил о том же, о чем и говорит он. But lest you think I'm making it up, Если вы думаете, что я это выдумываю, давайте мы... let me read it to you. Давайте не зачитаем. Love for our, this is chapter 15 in the arena. Глава 15 «Приношение современного монашества». We have an expression in English. У нас есть такое выражение в английском языке. Not my words. Слова For our neighbor. любовь ближнего, приобретение любви Божией. Although the commandment for the love of God Несмотря на то, что заповедь о любви к ближнему is far superior гораздо выше to the commandment of love for God's for God's image, man. I want you to read this line. It's easy to read down. Хотя и заповедь о любви к Богу гораздо выше, нежели чем заповедь о любви к человеку, здесь, скорее всего, Господь Бог выше в этом представлении. И заповедь любви к нашему ближнему служит как основание для исполнения заповеди любви к Богу. Где-то так. I'll just say this and then I'll have Father read it and then we can argue. Я, может, еще скажу, еще позволю мне прочитать, а потом мы с вами поспорим. He says, direct
all of your attention Направьте все ваше внимание to the gaining of love for your neighbor к получению и увеличению любви к ближнему, as the basis как основание of your life вашей жизни and your monastic task. и вашей монашеской задачи. He elaborates greatly in this chapter. He goes into great explanations. Он очень детально объясняет в этой главе. But what is basically being said Но основа сказанного в следующем. is again St. John, the evangelist. Мы обращаемся к святому евангелисту Иоанну Богослову. If you say you love the God you cannot see, Если вы говорите, что вы любите Бога, которого не видите, but you do not love the brother you do see, а не любите брата, которого вы видите, you are a liar. то это ложь, вы лжец. Strong and powerful words. Это достаточно сильные и мощные слова. And the reason they are given to us, those words, Причина, по которой нам эти слова даны, is because God chose the incarnation. в том, что Господь Бог показывает воплощение. God became man Бог стал человеком, so that we could understand him, чтобы мы смогли его понять, so that we could touch him, чтобы мы могли к нему прикоснуться, so that we become one with him. чтобы мы могли стать единым с ним. And that's what we have to work at. И вот это именно то, над чем нужно работать. It amazes me each day that I'm here Каждый день, находясь здесь, меня удивляет то, how much we are alike here as we are in North America. насколько мы одинаковы здесь, так же, как и в Америке. Each person has their struggles. Каждый человек имеет брань. We all have our passions we need to conquer. У нас у всех есть страсти, которые нужно завоевать. We all have people we're struggling with. У нас есть люди, с которыми мы имеем проблемы, с которыми мы имеем брань. And at the same time, В тот же самый момент we must move towards God. мы должны двигаться по направлению And Бога. we can't do it without each other. А мы это не можем сделать без друг друга. Не сможем. The monastery is a holy place Монастырь — это место святое, because it is part of the church. потому что это часть церкви. God's grace does not come any other way to man except through His church. Благодать Божия не приходит к человеку только лишь одним способом, через его святую церковь. He chose the church as a means of His grace. Он выбрал церковь как средство передачи благодати. And therefore we in the monastery Поэтому мы, будучи в монастыре, must be aware должны быть в курсе того, that we are called by the church to witness to the Lord. что Господь Бог нас призывает свидетельствовать Бога в жизни. We are called to live the gospel. Мы призваны жить по святому Евангелию. I heard people say, I just need to pray. Люди мне говорят, я вот только должен совершать молитву. I just need to mind my business. Я должен просто внимать себе. I know nothing about this love stuff. И я ничего про эту любовь не знаю, которую вы I don't говорите. want to get messed up in it. И мне не нужно там совершать ошибки. I want to mind my business. Я хочу просто смотреть, внимать себе. But that's not the gospel. Это не святое Евангелие. That's your selfishness. Это наша эгоистичность. That's your concern for yourself. Это озабоченность нами самими. When you hear over and over in the gospel the call of Jesus Christ, Когда вы слышите в Евангелии призыв, вновь и вновь Божий призыв, He always calls you to leave everything. Он всегда нас призывает оставить все. And most importantly, Самое главное, to leave behind yourself. оставить себя позади. That corrupt self. То, что Corrupt. поврежденное я, That lost self. которое потеряно, The selfish man. человека себелюбивого, And just freely come with the Lord. и свободно пойти с Богом. Don't bring your baggage. Не приносить свой багаж просто. Last time about the Union Institute. I need to tell you something. I don't remember where I tell people things. Я иногда не запоминаю, рассказала я историю или нет, я должен вам рассказать одну историю. I had to have my memory У remind me. меня вот здесь память моя сидит рядом, напоминаю. One of my brothers Один из моих братьев was a psychiatrist. был психиатром.
And unusually so, И к моему к необычности he was not crazy. он был не сумасшедшим. Most psychiatrists are crazy. Обычно все психиатры являются людьми сумасшедшими сами. And when I was a young man and I was already a priest, Когда я был молодым человеком, был уже священником, he was getting his doctorate in psychiatry in Zurich, Switzerland. он защищал докторскую диссертацию в Цюрихе, в Швейцарии. And he invited me to come visit him. Он меня пригласил, чтобы я к нему приехал в гости. I was in Rome at the time. В то время я был в Риме. So when I got to Zurich, Когда я приехал в Цюрих, he said, why don't you come to one of our classes? почему бы тебе не прийти на один из уроков, на одно из занятий? And it was the Jungian Institute, Это был Carl Jung. Это Карла Юнга, это университет имени Карла Юнга. And that day the professor А в этот день профессор was speaking about говорил how our lives are formed говорил о том, как формируется жизнь наша. by what we encounter Тем, что мы, видимо, имеем, что мы имеем опыт, что мы встречаем. and how we respond to what we И encounter. как мы отвечаем на тот опыт, который мы получаем. And so on the table about this high was a stack of paper, На столе была большая высокая пачка бумаги. each paper about this size, Каждая примерно как этот пакет листы and a pen. и ручка. And then every student was told Каждому студенту было предложено on each piece of paper на индивидуальном листе бумаги to write down things in their life that were both good and bad struggles. написать на каждом листе, на отдельном листе бумаги какую-то вещь, которая либо хорошей, доброй борьбой человека является, либо проблемой. All the problems they had, Все проблемы, которые были у человека, all of the issues in their mind, все те вещи, которые являлись для человека проблемой в нем, all of the relationships they'd had struggles with, все взаимоотношения, которые были в раме, people they had issues with. люди, которые являлись проблемой. And so at the end of the time, they went into a separate room, each one, and wrote these down. Каждого отправили в отдельную комнату записать. And then they went to a box and they drew a number, То есть они потом подписывали номер, присвоили номер каждому. and that number was placed on top of their papers. И вот этот номер присваивался каждой пачке бумаги. But no one knew what the number was but them. И никто не знал, чей номер был на этой пачке бумаги. So when someone read these things, they didn't say, oh, that's you. Когда люди читали, что было написано, они не могли определить, что это именно ты. And then all the piles of paper were collected. И после этого эти пачки документов, бумаг, они собирались. And the next day when they came to class, На следующий день, когда они пришли на лекцию, they had suitcases back to carry. каждому выдали по чемодану. Some had one, Некоторые имел some had two, один чемодан, some некоторые had два, 4 and 5, кому-то 4 или 5 чемоданов. and they were very heavy. И чемоданы были очень And they тяжелые. were told they could not open them. И им было сказано, что эти чемоданы открывать они не имеют права. And then for the next 3 days, everywhere they went, they had to carry those И suitcases. последующие 3 дня им было предложено ходить с этими чемоданами, куда бы они ни пошли. And some were, walking all over the place because they couldn't carry all these suitcases. Некоторые едва могли пробираться, потому что And приходилось others таскать. had one little bag to go with. А кто-то шел с маленькой сумкой. On the last day, they were all told to sit down, В последний день им всем предложили присесть, to open the suitcases, открыть чемоданы, and in them were squares like this that were bricks. и в каждом чемодане лежали напиленные кусочки кирпичей. And everything they had written И все, что они написали в своих бумагах, was wrapped around a brick and tied with a string. было завернуто, вот кирпичик был завернут в бумагу и перевязан резиночкой. And everybody's going, what's this mean? А люди были удивлены, что это означает. He said, each one of those bricks represents an issue that you carry with you throughout Им your было life. сказано, что каждый кирпичик, он предоставляет вашу проблему, которую вы тащите по жизни. Every time you pick it up and carry it with you, it troubles your life. Когда вы берете и тащите это за собой, это раздражает, это беспокоит вашу жизнь. It's a weight you are carrying. Это вес, который мы несем. Some of you have so many you can't walk, Некоторые имеют столько, что практически идти не могут and передвигаться. your life is weighed down. А жизнь нас, и все это нас прижимает вниз. He said you have the choice У вас есть выбор. of taking them with you every day Таскать этот груз каждый день and adding to them, и добавлять туда. or learning to get rid of them. Или научиться, чтобы от этого освободиться.
Many of us have a lot of baggage. Многие из нас несут тяжелый багаж. And every day you choose to bring that baggage with you. И каждый день мы выбираем то, что этот груз за собой тащим. You don't have to. Мы не обязаны этого делать. It's your choice. Это наш выбор. I don't like this. Я не люблю этого. I have to have that. Мне надо I don't это. like this person. Я не люблю этого I человека. don't, and you have all these things that are weighing you down. Все эти вещи, они прижимают нас к земле. But you can get rid of them. Но от них можно освободиться. For those of us who are believers, Те, кто из нас являются людьми верующими, the Lord has told us the same. Господь Бог нас говорит, Господь нам говорит о том же. We have Holy Confession. У нас есть святая исповедь, святой исповедь. We can go before the Lord and leave our baggage, Мы можем встать перед Господом и оставить свой багаж, our sins, наши грехи, and we can walk away free. и мы можем уйти свободными. But we don't. Мы это не делаем. We carry them with us every day. Мы их тащим с собой каждый день. So who's the crazy one? Кто из нас The сумасшедший? one who carries around this Тот, cross. который груз таскает. I heard people speaking, they came to talk to me about Люди приходили, difficulty with this и person. мы говорили, что мне говорили, что And this one doesn't understand, and трудно с этим человеком, этот меня не понимает. it's we who don't understand. Это мы, кто не понимаем. We need to recognize we are all exactly the same. Мы должны осознать то, что мы все примерно одинаковы. We learn to handle things differently by our life. Мы учимся решать проблемы разными путями в жизни. But what makes us the same? А что делает нас одинаковыми? That God loves each of us without distinction. Господь Бог любит нас всех без различий. That's what makes us the same. Это вот именно то, что делает нас We make the differences. Мы вносим различия. God makes us one. Господь Бог делает нас единым. And we fragment, tear that apart А мы разделяем это все на фрагменты, рвем на части. by our weaknesses, Нашими слабостями, by our pettiness, нашей, видимо, злопамятностью, by our sin. нашими грехами. There is no reason Нет никакой причины to have any division whatsoever in this brotherhood. иметь какие-либо разделения в данном братстве. But there is. Но они есть. But it's not from God. Но они не от Бога. God brought you here. Господь Бог вас сюда привел. And it's your response to being here that makes you unified or divided. И именно ваш ответ на тот призыв, он либо вас объединяет, либо вас делит. Why do we do that? Почему мы это делаем? Because we don't know how to love. Потому что мы не знаем, как любить. We are concerned about being loved instead of loving others. Мы озабочены тем, чтобы любили нас, вместо того, чтобы любить других. And so we judge, he gets more than I do. А мы судим потому, что этот человек получает больше, чем я. He thinks he's better than I am. Он думает, что он лучше, чем я. He doesn't like me. Этот меня не любит. All these crazy thoughts Вот эти сумасшедшие мысли, that are about ourselves. все о нас. We're selfish. Мы эгоистичны. We don't know the first step about love. Мы не знаем о том, что первый шаг о любви. Because when we hear the word love, it's, oh, it's about me. Когда мы слышим слово «любовь», это сразу мы понимаем, это обо мне. Instead of, it's about you. Вместо того, что это о ближнем, о другом, тебе. So I think one of the reasons the response was so difficult in talking about love Одна из причин, по которой мне кажется, что вот осознание и ответ на то, что я предложил тему первый раз на любовь, is because we're all very hypersensitive about it. потому что мы очень гиперсенситивны к этому. Monks Чувствительны. should be people of love, А монахи должны быть людьми любви, прежде всего. but instead we are afraid to love Но вместо этого мы боимся любви, because we have it all wrong. потому что у нас неправильно. We think it's about being loved instead of loving. Потому что мы думаем, что любовь это для того, чтобы быть любимым. I remember seeing a dreadful film. Я вспоминаю, я видел ужасный фильм, It was a French film. It was stupid, глупый французский фильм, but it had a wonderful scene in the film. но там вот хорошая была красивая сцена. It was about a prison island in the Caribbean near South America called Devil's Island. Это фильм об острове тюрьме, который находится в Карибском бассейне. Остров называется Devil's Island. Он называется остров дьявола, тюрьма. And men were sent there and were never released. They died there. Людей отправляли туда на пожизненное заключение, они умирали в этой тюрьме. And they would
throw all the prisoners in the bottom of the boat. Они загружали на дно трюма корабля всех узников. More men than was supposed to be there. Too many. They were on top of each Гораздо other. больше человек, нежели могло вмещать судно, прямо друг на друге люди сидели в этом трюме. There would not be enough food or water to get them to their Там даже было destination. недостаточно ни пищи, ни воды для того, чтобы добраться до пункта конечного назначения. But the whole idea of the prison guards was to make them suffer and kill each other before they got there. Идея состояла в том, чтобы вот на них насматривать из-за таких условий, чтобы они друг друга просто перебили по дороге к конечному And назначению. immediately they began fighting and seeing who was going to get the food, who was going to get the И water, мгновенно среди этих людей началась просто война. who was going to survive and who was not. Кто выживет, кто не выживет. And so one little old man Один старый маленький человек, who had been a professor, который был профессором, but he had been embezzling, stealing from the university. а он обворовал свой университет. So they put him in prison and sent him to Devil's Island. Они его приговорили к заключению, отправили на остров Дьявола. And he said, stop. Он всем сказал: остановитесь. There are more of us than them. Больше нас, чем их. If we would join together, Если мы объединимся вместе, we could take their food and their мы water, можем у них забрать продукты и воду. and we could turn the ship around, И мы можем корабль развернуть и поехать в другую сторону. and we wouldn't have to go to prison. И нам не нужно будет ехать в тюрьму. And they killed him. И они его убили. Isn't that what the Lord did? Это именно то. Не говорите о том, что Господь для нас сделал. He came and he said, you don't have to kill each other. Он пришел нам, сказал: вам не нужно убивать друг друга. We can all be one family Мы можем жить в одной семье, and turn the world и around. мы можем изменить мир, And we killed him. а мы его убили. Things don't seem to change. А мне кажется так, что некоторые вещи не меняются. Look at the brotherhood. Давайте посмотрим на братство. I remember one time I went to my bishop. Я вспоминаю, вот я приехал. I was a young priest. Я был молодым священником, приехал в правящую архиерею. I was sent to a parish, Меня отправили на приход служить. and it was a very unusual circumstance. Это были достаточно необычные обстоятельства. The priest was extremely talented and gifted, Священник этого прихода был удивительно талантливым и человек, который имел разные дары. but totally crazy Но совершенно сумасшедший при этом. and very difficult, И очень трудный человек, like all of us. как все мы. And the bishop said to me, we're going to this parish for its feast day, Епископ мне предложил, что мы поедем праздновать престольный праздник. so you come with me. Ты со мной поедешь. So I did. Поэтому я поехал. And at the end of the liturgy on Sunday, В конце литургии воскресной he turned to the priest and he said, I'm sending Father here to help you. он меня повернул к священнику и сказал, что я отправляю вот этого отца тебе помогать. He said to the bishop, we don't need any help. Он ответил епископу: мне помощь не And the нужна. bishop said, well, I think you do. Владыка сказал: я считаю, что тебе нужна помощь. He said, we have no money. У меня нет денег. And Vladika says, that doesn't matter. He's coming anyway. Владыка мне говорит: это не важно, он все равно приезжает помогать. He said, when would you like to meet him? Где бы ты хотел с ним встретиться? I don't want to meet him. Священник сказал, что я встречать его не буду. And so Vladika says, all right, next Saturday at 2, you get together. Следующего владыка сказал: в следующую субботу в 2 часа вы встречаетесь. So he was not happy. Он был несчастлив. So on the following Saturday, I arrive at 2 o'clock and the gates to the church are В closed. следующую субботу я прибываю к храму, ворота храма закрыты. I rang the bell. Я позвонил. He answers the door and said, what do you want? Он отвечает: что тебе надо? I said, I'm here to talk to you. Я здесь поговорить с тобой. He said, we have nothing to talk about. Нам нечего обсуждать. So I said, well, I'm not going anywhere because I was told to come. Я ему сказал, что я никуда не уеду, потому что мне так было. He went inside, shut the door, Он зашел, внутрь закрыл за собой дверь. and I stayed a half hour. Примерно полчаса я простоял перед входом. And he came out and said, you're making a fool of yourself. Come in. Он говорит: почему ты стоишь, ты себя дурака не делай, заходи. So we sat down and we began to talk. Мы сели и начали разговаривать. He sat at this end of the table and I sat there. Сидели на разных концах стола, друг на друга. All right now, why are you here? Теперь мне объясни, почему ты здесь. I said, because I was told to come under obedience. Я по послушанию приехал, потому что мне так сказано. He says, yes, but why are you here? Я говорю: я понимаю, объясни, зачем ты здесь. So that's it.
Я говорю, это причина, тут еще нет. So I went to that parish and I was there for 2.5 years. Я в этом приходе провел 2,5 года. In the 2.5 years, За 2,5 года I never set foot inside the rectory. меня ни разу не пригласили в дом к притче. In the 2.5 years, I preached once. За 2,5 года у меня возможность было всего сказать одну проповедь. I never heard confessions once. Я никогда не было возможности послушать исповедь. I did no baptisms, Я не совершал no крещений, weddings, я не совершал no funerals. венчаний и похорон. And so I went to the bishop and I said, Vladika, Я после этого отправился к правящему архиерею. I said, this place is impossible. Я ему сказал, что это место невозможно. This man is impossible. Он говорит, человек, который невозможен. And Vladika sat for a while and he says, no, Father, you're impossible. А Владыка посмотрел на меня и сказал, что невозможно, это ты. I expected you to go there Я ожидаю, что ты туда поедешь and to love Father, и научишься любить Отца. not expect him to love you. Не ожидая того, что он будет любить тебя. He said, it's not working because you're thinking about yourself. Это не работает, потому что ты всегда думаешь о себе. No one's stopping you from praying. Никто тебя не останавливает от молитвы. No one's stopping you from serving. Никто тебя не останавливает от служения. No one's stopping you from teaching the people outside of church. Никто тебя не останавливает в том, чтобы учить людей вокруг церкви. And all you're doing is thinking about yourself. А все, что ты делаешь, ты думаешь о себе. That's why nothing is happening. Поэтому ничего не происходит. That's us. Это о нас. Everybody in this monastery Каждый в монастыре could become holy, может стать святым, could love each other, может любить друг друга, could reverence everyone, может почитать каждого, see themselves as nothing. видя себя никем, видеть себя никем. You imagine the joy and the peace. Можете представить радость и мир. We make it happen or not happen. Мы либо это делаем возможно. God is here pouring out His grace. Господь Бог здесь выливает на нас обильную благодать. And we're caught up in some stupid idea about ourselves. А нас захватили эти глупые идеи о самом себе, о нас. That's it. Вот на этом пока все. So you want to ask questions? That's Поэтому давайте fine. лучше вопросы. Если есть вопросы, то... I thought I'd tell you about my darkness as well. Я, может быть, решил, что о своей темноте тоже расскажу. Do you mind if I sit? I need to Вы sit. не против, если вы присядете? It's hard to see you, but I'll sit. Тяжело вас видеть, но я присяду. Вот, хотелось бы спросить по поводу причастия, по поводу чистоты причастия. Есть неоднозначное мнение в русских монастырях о чистоте причастия. В частности, приводит опыт Оптины. В 19 веке там братья причащалось 5 раз. 5 раз в год. Кто-то говорит о частном, что надо очень часто причащаться. То есть какого-то определенного такого стабильного мнения. This is always a very delicate topic. Это всегда достаточно деликатная тема. I think part of the reason is Я думаю, одна из причин there is not a common understanding of ecclesiology. причина состоит в том, что у нас нет общего понимания церкви. Sometimes local and regional piety Иногда местное чтимое или благочестие, местное благочестие, sometimes teaching of a particular saint in a particular region иногда учение одного святого из определенного района obscures the ecclesiological understanding of things. Obscures, darkens, makes it. она иногда, скорее всего, затемняет общее понимание вопроса. The churches
apostolic teaching on the liturgy. Церковь имеет апостольское учение о литургии. The liturgy is the Eucharist. Святая литургия – это святое причастие, Евхаристия. Thanksgiving Благодарение of the church церкви for God. Богу или за Бога. And it is meant to be celebrated Означает то, что она празднуется daily outside of the fast period. ежедневно за пределами некоторых постов. This is not a personal devotion. Это не личное посвящение. This is the church worshiping God. Это церковь славит Бога. And it is God giving Himself to the church. И это Господь Бог дает себя церкви. There is nothing greater than this. Нет ничего более великого, чем это действие. No private devotion. Нет никаких частных No посвящений. weeping icon. Никаких, нет здесь места даже для плачущим иконам. No relics of the saints. Ни о мощах святых. No miracles anywhere. Не о чудесах, которые происходят. Come anywhere close to the reality of the Вот эти liturgy. все вещи, они не могут даже приблизиться к реальности самого Бога. And the liturgy is a human and a divine meal at the same time. А литургия – это человеческая и божественная пища одновременно. In the early church, the apostolic church, the time of the Acts of the В Apostles, ранней церкви, если мы возьмем Деяния святых апостолов, there was no fasting. в то время пост не применялся. Every time they got together for the Eucharist, they all participated, Каждый день, когда они собирались для преломления хлеба и Евхаристии, without exception. они соединялись с Богом без всяких исключений. When aberrations, when abuses of the Eucharist Когда возникли в церкви неправильное использование Евхаристии, возникли проблемы. came into the practices, Пришли в практику хлебопреломления, they didn't know what to do. они не знали, что делать. So they began separating the banquet, the meal, from the liturgy. Они, вы вспомните, они начинали отделять трапезу от литургии. Because people were bringing huge meals for themselves and others were doing without. Потому что люди приносили некоторые, богатую трапезу приносили, некоторые с некоторыми не делились. They forgot the connection. Они забыли связь. So there were corrections made. Поэтому внесены были некоторые коррективы. But the problem in making a correction Проблема в внесении исправлений is the correction is supposed to get people back to where they are supposed to be, исправление состоит в том, чтобы вернуть людей туда, где они должны находиться. not to separate them because of the problem. Не отделить людей из-за проблемы. So then they made fasting Поэтому because they thought people were abusing food and drink before they came to Eucharist. введена была практика поста, понимая, что люди неправильно пользуются трапезой в этот момент. And eventually fasting became so severe И постепенно пост стал достаточно жестким, because man is so corrupt потому что люди настолько повреждены, that people stopped going to the Eucharist. и люди перестали участвовать во хлебопреломлении. So the correction didn't work. Исправление не сработало так, как нужно. The correction is supposed to get you back to where you're supposed to be. Исправление должно вести туда, где мы должны находиться. If you drive a car down the middle of the road Если вы едете на автомобиле по центру and you дороги start to go to the left, и начинаете двигаться влево, you don't pull the car all the way to the right. вы не направляете машину полностью вправо. You pull it to the middle again. Вы ее выравниваете к центру So it дороги, continues where it's supposed to. чтобы можно было продолжать ехать туда, куда нужно. People were not preparing properly to come to the Eucharist. Люди не готовили себя правильно к причастию. People were living lives that were not gospel lives. Люди жили такой жизнью, которая идет вразрез со Святым Евангелием. And so in order to correct the Для people, того, чтобы исправить людей, the church began to say, you can't come to the Eucharist when you're not prepared. церковь начала говорить о том, что вы не имеете права приступать к When Святому you причастию, don't не live подготовившись. a proper life, you shouldn't come to the Eucharist. Если вы не живете не живете правильно, благочестивой жизнью, вы не можете приступать. Now how should you correct that? Как мы можем это исправить? By saying, don't come? Мы должны это исправить. Не приступайте, Change your life. или мы меняем свою жизнь. Change your life is the correction, Исправление здесь, мы должны изменить свою жизнь. not stay away. Не оставаться в стороне. So what we have Что мы сейчас имеем? is that the correction То есть исправление has distorted
the reality. Оно изменило, повлияло на реальность. And now, instead of coming to И Eucharist вместо того, чтобы сейчас приходить к as the святой причастию, natural response to the liturgy, как естественный ответ на святую литургию, it becomes a rare exception. это стало редким исключением. So you ask, Поэтому вы задаете вопрос, what about frequent communion? что говорить, как быть с частным причастием? One should live their life Человек должен жить такой жизнью, as if they are prepared at all times как for the будто Eucharist. он каждый раз готовится к святой Евхаристии. If we offend someone, Если мы кого-то обидели, we should stop everything and ask мы forgiveness. должны остановить все и попросить прощения. We should pray all the time. Мы должны молиться всегда. We should live according to the gospel. Мы жить должны по святому Евангелию. That's what needs to be corrected. Вот что должно быть исправлено. Not going to communion or going to communion. Или либо идти все повально к причастию, либо вообще не идти. No one on this earth, Никто на этой земле, no one ни один, is ever worthy кто бы был когда-то достоин to receive communion. Never. получать святое причастие. Никогда. But we are invited by the Lord to do so. Мы приглашены Богом это сделать, By asking His forgiveness спрашивая Его прощения, and preparing the best we can, готовясь максимально по нашей возможности к этому. we come to receive His body and blood Мы приходим принимать Его тело и кровь so that it will heal для того, чтобы Он нас вылечил, our soul and body. нашу душу и тело. It's both Оба. food for the soul Это две вещи. Это как пища для души and health for the soul и здоровье души. and the body. So how often should we go to the Eucharist? Как часто мы должны поступать в причастие? You should live so that you can receive Мы должны жить так, every day. чтобы мы могли приступать ежедневно. So that means you have to change your life. Это означает, что мы должны That изменить doesn't mean жизнь. you just get in line to go to communion. Это не означает того, что мы сейчас должны встать в очередь на святое причастие. I remember I went to a hospital visit of an old woman. Я вспоминаю, я прибыл в больницу старую женщину посетить. There is a huge medical complex in New York City called New York Hospital. Нью-Йоркская больница, так называется, больница Нью-Йорка, громадное медицинское учреждение в Нью-Йорке. There are 23,000 beds in the hospital. 23 тысячи кроватей, да, палат, так скажем. It's like a city. Это как город. And you find the patient's name, Находишь пациента в списке, and they give you a printout to go и find они it. вам дают карту, чтобы этого пациента... It's like a treasure hunt. Это как поиски сокровищ. You hope you don't get lost. Надеешься, что ты не потеряешься. And then they tell you, the first thing it says, on the floor there are like 10 lines of different colors. И поэтому говорят, что на полах находится нанесено 10 полосок разного цвета. It says, first take the blue line. Сначала тебе говорят, иди по And синей everybody's walking down линии. И looking on the все blue line. You идут по синей линии. know? And then when you get to the elevator, go to the 10th floor and take the green line. Когда говорят, на лифте доедешь до 10-го, по зеленой линии иди. And you get there eventually. И фактически, получается, доходишь. And I went to see this little woman, Я пошел повидать эту маленькую женщину. and she was all connected to tubes. Она была вся присоединена к насосам, к трубкам. And she was standing there, holding onto her bed like this, Я пришел, поддержалась за кровать, примерно так, как я сейчас стою. reading her communion prayer, Читая молитвы по святому причастию. because she was going to take communion. Потому что она собиралась причастить святых Христовых тайн. And I said, go get in bed. Я ей сказал, ложись в кровать. I can't lay in bed to receive my А Lord. я не могу лежа принимать моего Господа. And how we come, А как мы приступаем? perfectly healthy, Мы совершенно здоровые люди. at least in your body. Может быть, в теле. По крайней мере, в теле мы здоровые. And we don't even take the struggle И мы даже не пытаемся принять эту борьбу, to be брать, spiritually collected. для того, чтобы быть духовно собранными. And she was waiting for the Lord. А она ожидала пришествия Бога. So who's worthy? Кто является достойным?
So you make me talk too much, I'm sorry. Может быть, я сильно много Small говорю. question became Маленький вопрос стал a bit of theater, I'm sorry. какой-то сравнение все это. So can I follow your high steps? Don't get burned. Только не обожгитесь. Есть такое молитва и приготовление к этой части. Есть такое понятие «дадим суд или восхождение». So there is an understanding, not in the judgment or condemnation. То есть мы знаем, что может быть действительно восхождение. You can receive a condemnation. Как вот связать? How can you connect? Как связать то, что вы How сказали, can с you connect этим? what you said? Yeah. What is important. When you receive worthily, Когда вы получаете, причащаетесь достойно, it means you have done what is required and is necessary to be ready. это означает то, что вы выполнили те предписания, которые вы должны ввести нас в готовность святого причастия. As best you are able. Настолько хорошо, как это возможно для вас. You have confessed of your sins. Вы исповедовали свои грехи. You have asked forgiveness of those you've offended. Вы попросили прощения у тех, кого вы обидели. You are not in any grave sin. И вы не находитесь ни в одном из грехов. Then, and you've done the preparations. То вы провели определенную подготовку. Then you receive for the healing of your soul and body. Прошу прощения, смертного греха. Then you receive for the healing of your soul and body. И вот тогда вы причащаетесь во исцеление души и тела. But if you have something, Мы должны, если я правильно понял, мы должны сделать все возможное, что зависит от нас. We should make everything possible on us to get rid of that. as far as we're able to, yes. Насколько возможно каждому человеку. But it still doesn't make you worthy. Но это, опять же, не делает нас достойными. It is God who makes you worthy. Это Господь Бог нас делает He достойными. receives your broken gift Он получает наш поломанный дар and He makes it whole. и делает его цельным. But if you come with hatred for your brother, Если ты приходишь к причастию с ненавистью к ближнему, or you come without any concern, если ты приходишь вообще совершенно не concern, any care, если ты без внимания, да, не озабочен, без внимания, then it is to your condemnation, not your то есть вот salvation. в этом случае это ведет вас в суд и в осуждение. У вас богатый монашеский опыт. So we have vast and rich monastic experience. На прошлой беседе, отвечая на вопрос отца Давида, Last meeting, answering the question about David, вы затронули вскользь одну очень интересную тему. you touched a very interesting subject. Типичных ошибок монашества. Typical mistakes of monastics. То есть, у нас в русском языке есть такое понятие «умная мысль на лестнице». So we have understanding. It's потому что умная мысль Лестница? Задним числом всегда крепко. Вот. Наверное, как у всех, возникает, оглядываясь назад, желание, что многое бы сделал иначе. Могли бы, я напомню, какой момент прозвучал. So I may remind you what was told. Одна типичная ошибка, которую One typical mistake придавать значение своим делам. So to make your actions valuable, To make you what? to make your actions valuable, to value what you do. Бог спасает нас без них, помните? So remember, God save us, no matter how much we value what we do. Типичная ошибка монашеских, то есть давать цену своим действиям. Typical mistake of monastic, value what is done. Вот, могли бы вы еще вот сказать, вот, какие типичные ошибки, которые подводные камни? Mistakes of monastics. И как их преодолеть? And how to overcome. I think the first mistake we all make Первая ошибка, которую мы все делаем, is that we think we do anything good. мы считаем, что мы делаем что-то хорошее. Anything that we do that is good
Все, что хорошее мы делаем, is done because of God, not because of us. это сделано потому, что так позволил Господь Бог, не потому, что мы такие. Pride destroys everything we do. А гордость уничтожает все, что мы делаем. Until you achieve humility, До того момента, когда достигается смирение, there is only delusionary advancement in the spiritual life. It is not real. Существует только воображаемое достижение в духовной жизни. Спасибо. We live thinking we are doing something. Мы живем так, что мы считаем, что мы что-то делаем. I always use the example. Я всегда использую пример. If someone came to you and gave you €1 billion, Кто-то приходит вам и продает вам миллион евро. billion, not million, Миллиард, прошу прощения. Даже billion, миллиард. €1 billion, Миллиард. and gave you €1 million for your salary, И еще плюс к этому дает вам миллион как зарплату. and told you hand out €1 billion to anybody who comes by. Just give out the money, Но и вам говорится, при этом, кто к вам не пришел, деньги раздавайте. and I will pay you €1 million to do it. И я буду еще за это вам платить миллион, чтобы вы это делали. And people come and thank you and tell you how wonderful you Люди are. приходят к вам, благодарят вас, такой вы хороший человек. And like an idiot, you say, "Oh, yes, I'm wonderful." А вы как идиот говорите, я прекрасный же человек. You're not wonderful. It's not your money, and you were paid to do it. Это не ваши деньги, вы не хороший, вам еще за это платят. And when we do good, А it is God who gives it to когда us. мы делаем хорошо, это Господь Бог, который нам And we позволяет. say, "Oh, thank you. I'm wonderful." О, спасибо, Господи, я прекрасен. He gives you salvation, and, Он дает вам спасение, возврат. and you think you did something. А вы думаете, что вы что-то сделали. That's what monastics do all the time. Это вот что монахи делают каждый раз. We are caught up in our vain Вы glory. захвачены своим собственным числом. Who's got the bigger cross? Кто получит больше мест? Am I ahead of you? Я впереди тебя стою. It's horrible. Это ужасно. I remember one time I was serving at an altar. Я вспоминаю, я служил в алтаре There were about 15 с priests. 15 священниками. And they're all, how they do shoving and pushing И and, все священники толкаются, Who's разбегаются, first? кто первый. when were you ordained? Когда тебя рукоположили, All that craziness. это сумасшествие. And there was a little old priest who turned around and said, "None of us are worthy to be И here." маленький священник повернулся, смотря на это все. Ни один из нас не достоин, сказал на весь алтарь. And everybody got very quiet. Все замолчали в алтаре. And he said, "Even last is too much for us." Он говорит, даже последний это для нас сильно много. And so everybody just stood away from the altar. Все стояли подальше от алтаря. And the bishop came and said, "What's wrong?" А владыка зашел, говорит, что происходит. And they all said, "Well, we don't know where to И stand." мы не знаем, где стоять, And сказали. he was very confused. He said, "Well, stand where you're supposed to stand." Владыка был удивлен, говорит, But nobody wanted to move. и никто не хотел двигаться. We forget Мы забываем, where we're standing. где мы стоим. Monks forget Монахи забывают, you're living in the house of the Lord. что мы живем в Доме Божьем. We don't treat everything Мы не with reverence. не относимся к многим вещам с почтением. We're not worthy to be here, Мы даже не достойны того, чтобы здесь находиться. but He calls you anyway. Господь Бог зовет нас, тем не менее зовет нас. That's the first mistake, Это первая ошибка. is our pride. Наша гордость. The rest is, Остальное. the rest of the problems just come from that. А все остальные проблемы от этого как раз и происходят. Well, he's getting tired. He's not making any sense. You want to trade with him? Да, сейчас отец вот в этом уже голова не работает, у нас свежий головной мозг. We have to have new batteries. Я буду послушать. Павел Биенвигер. Very good. Если, скажем, окрадываемся, бываем мы через исполнение правил, то бывает другая крайность, что иногда из-за духовления, лености и нерадения мы как бы не можем собрать ничего. То есть достаточно трудно себя
иметь постоянный настрой и постоянную ревность к исполнению своих духовных обязанностей. Вот через что поддерживается вот эта благочестивая ревность? Через к исполнению своей молитвенной просьбы. That's always a complex reality for all of us. Эта реальность всегда... Слышно? You're on. No? Эта реальность всегда для нас очень сложной является. Obedience is difficult Послушание трудно, because obedience goes against the love of self. потому что послушание идет вразрез с любовью к самому себе. Obedience is always death to self Послушание — это всегда умирание себе, because it's not your will, it's God's will. потому что это не ваша воля, это Божья воля. So that's the first difficulty. И это первая сложность. So being the fallen man that we are, Оставаясь теми падшими людьми, которыми мы являемся, we try to give the appearance of obedience, мы стараемся дать образ, показать образ послушания, while at the same time getting what we want. в то же самое время стараясь выполнить то, что хотим мы. So we finagle, we twist. Так что мы искажаем реальность. We go to the abbot and we don't say, "What do you bless me to do?" Мы не идем к настоятелю и не просим его, что вы благословите, чтобы я делал. We go and say, "Will you bless me to do this?" Мы говорим ему, благословите меня делать это и это. So we let him know what we want. И даем ему знать, что хотим мы. And then we say we're obedient. He told me I could do it. И после этого мы говорим, что мы послушны, потому что он сказал, что я могу это делать. We keep strengthening our will constantly. Мы непрестанно укрепляем нашу волю. And if we're told something we don't want to hear, И если нам говорят нечто, что мы не хотим слушать, we get angry at the person who tells us what we don't want to hear. мы начинаем злиться на того человека, который нам это We говорит. don't see it as coming from God. We say He doesn't like me. Мы не воспринимаем это как то, что в данный момент говорит Бог, но мы считаем, что этот человек не любит. When I get my monks, I give them a very simple prayer rule. Когда я общаюсь со своими монахами и собираю их вместе, я им даю очень простое молитвенное правило. I tell them, this you must say every day. Я им говорю, вот это вы должны говорить, произносить каждый день. And the first thing they say is, Father, it's very short. И первое, что мне говорят, батюшка, это очень краткое правило. Can I add to it? Можно я добавлю к нему что-нибудь? I say, do this every day. И я говорю, делай вот это ежедневно. If you wish to add more, that's your business. Если ты хочешь добавить что-то к этому, это твое личное дело. But the obedience is this. Но послушание заключается в выполнении этого. And within a very short time, they will come to confession. И через очень короткий промежуток времени они приходят на исповедь. They'll say it's easy to pray a lot. И говорят, что молиться много легко. And it's hard to be obedient to the small prayer rule every day. Но очень сложно быть послушливым тому краткому молитвенному правилу, которое дано. Because your will is to do what you want. Потому что твоя воля заключается в том, что ты делаешь то, что ты хочешь. That's the key to it all there. И вот это ключ к ситуации. We are constantly trying to get our own will. Мы непрестанно пытаемся выполнить свою собственную волю. In everything. Во всем. And so that's what we have to control. И вот это мы должны контролировать. Be absolutely diligent in saying your prayer rule every day. Будучи непрестанно верными, усердными в исполнении молитвенного правила каждодневно. You were brought to the monastery to pray. Вы пришли, или скорее вас привел Бог в монастырь для того, чтобы молиться. Nothing is more important than your prayer. Ничего не является более важным, чем молитва. I remember I told that to one of my monks. Я помню, я однажды сказал одному из монахов. And so we had a problem at the monastery with water flooding.
У нас были проблемы с затоплением монастыря. And so he didn't come because he was praying. He was praying. И он не пришел, вероятно, эту проблему решать, потому что он молился. Everybody out was working and he was in his room praying. И все работали, осушали территорию, а он в своей келье молился. So I asked him, where were you? We all were needed in the basement. Я его спросил, где же ты был? Мы все в подвале осушали подвал. I was keeping my prayer rule. Ответ был таков: я соблюдал свое молитвенное правило. I said, well, that was good. Хорошо. And then that evening, И тогда же в тот же вечер everybody was tired. They worked to get the water out of the basement. все были очень уставшие, они весь день осушали подвал. I told them all to relax. Я всех благословил отдыхать. And I told him to do all the dishes and clean up the kitchen. И его попросил: теперь ты помой посуду и кухню. He said, well, isn't anybody going to help me? И он сказал: а что, мне никто не поможет? And I said, no, they're going to go to bed. Я говорю: нет, они пойдут отдыхать, лягут в кровать. I said, you chose to pray, it was time to work. Я ему сказал: твоим выбором было молиться тогда, когда все работали. Which is good. Что хорошо само по себе. But now you work when we sleep. Но теперь, когда все отдыхают, ты трудись. He kind of got the message. И он вроде бы понял, что, о чем я говорю. It's wonderful to be obedient. Замечательно быть послушливым. Always within love. Always do it through love. Делай это с посредством любви. Not love of self. Но не любви к самому себе. He was fulfilling his prayer rule, loving himself. Он выполнял свое молитвенное правило, любя самого себя. And we can do a good thing the wrong way. И мы можем делать добрую вещь неправильно. Это всех повергло в молчание. Идет речь в этих вопросах, я так вижу для себя, что о некой, каков критерий инициативы монаха, его произволения, его свободной воли. В прошлой беседе вы говорили, что Церковь Христова живая будет стоять до скончания века, и поэтому те дары, которые действовали в первые века и сейчас продолжают действовать, и как благодать, допустим, призывала некоторых избранников на образ пустынничества. Сейчас последнюю фразу пропустил. Дары сохранились, что дальше? И как в прежние века благодать действовала, допустим, в таких призваниях, как на пустынничество, одаривая, может быть, кого-то духовников, даром руководства, а послушников даром послушания. Поэтому это и сейчас от нас не сокрыто. Но вот каковы критерии, чтобы это не ошибиться в эти моменты выбора между отсечением своей воли и проявлением своей инициативы? А вопросы здесь такие. Пожалуйста, может ли монах может ли монах отказаться от принятия священного сана? Возможно ли монаху, не имеющему должного руководства духовного, в своем монастыре искать это руководство в другом месте? И может ли монах, видя вред для души своей, перейти в другой монастырь? Мне кажется, от себя же можно добавить, и этот переход вообще может быть, и у нас, допустим, на Валааме есть разные образы жительства, да, светского, даже пустыннического.
I think the critical component in this whole discussion Я думаю, что критический компонент во всей этой дискуссии is obedience. – послушание. Obedience to whom and how. Послушание кому и как. We all have the obligation of being obedient to our conscience. У нас у всех есть, на всех на нас лежит обязательство быть послушливыми своей совести. We can do nothing that we think is a sin. Мы не можем делать ничего, что мы считаем за грех. That's the area of our conscience. И это область нашей совести. But other than sin, we have to be obedient because we came to monastic life to follow the form of monastic life, which is obedience. Но кроме этого мы должны быть послушливыми, потому что мы пришли, мы вступили в монашескую жизнь, которая является частью послушания. All the dimensions of Или, скорее, формой послушания. all the dimensions of the question you asked Все разные направления и измерения того вопроса, который вы задаете, all hinge upon how you use obedience. все сводятся к тому, как вы используете послушание. Everyone should have a spiritual father. У каждого должен быть духовник. If you don't, Если у вас нет, you have a fool leading yourself, which is yourself. у вас есть дурак, который ведет вас, и этот дурак вы. Therefore, take one of the questions you asked, Valaam. Так что вот, беря, например, один из вопросов, который вы задавали. If a monk is restless or not finding his spiritual life in his monastery, Если внутри монаха борение, и он не находит покоя внутри того монастыря, в котором находится, should he go elsewhere должен ли он идти куда-нибудь еще? or seek elsewhere? Или искать что-нибудь на стороне? And that question is easily answered Этот вопрос легко ответить, if everyone has a spiritual father если у каждого есть духовник, and he puts his soul before his father, и он изливает свою душу перед своим духовником, and if he says, I don't feel like my spiritual life is being answered here, и изливая свою душу, он говорит, я не чувствую, что моя духовная жизнь развивается здесь. Father, what do you bless? Что вы благословите? Then it's very clear. If he says, go, you go. И тогда все становится на свои места. Если он говорит, иди, то ты идешь. If he says, stay, you stay. Если он говорит, оставайся, ты остаешься. When a brother in my monastery who is not tonsure yet, Когда один брат в моем монастыре, который еще не в постриге, tells him, maybe I should go to another monastery. говорит мне, может быть, мне нужно идти в какой-то другой монастырь. Maybe a place that's more suited to me. Может быть, в какое-то место, которое более удовлетворяет моим запросам. And I ask them what they're thinking about. Я начинаю расспрашивать, о чем именно они думают в этот момент. I say, my dear brother, Я говорю, дорогой брат, I will bless you to leave tomorrow, я дам тебе благословение уйти отсюда завтра. to go anywhere you wish, В любое место, куда ты хочешь. if you will spend one 24-hour period in this monastery, Если ты в течение 24 часов в этом монастыре, where you are totally obedient где ты находишься в полном послушании, in everything, во всем. you commit no sin, Если ты не сделаешь ни одного and you love all your греха, brothers, ты будешь любить каждого из своих братьев. then you are beyond what we can teach you. И в этом случае ты находишься выше всего того, чему мы можем тебя научить. But until you can achieve that, Но до тех пор, пока ты этой степени не достиг, you have no place to go. у тебя нет никакого другого места, в которое You're ты here. мог бы пойти. Ты здесь остаешься. We so easily run from the cross. Мы так легко убегаем от креста. It's difficult. Это сложно. Of course it's difficult. It's Разумеется, death. это сложно. Это смерть. We have this strange idea everything should be wonderful. У нас есть это странное представление о том, что все вокруг должно быть чудесно. A tea party every day. Круглый год, каждый день празднование какое-то, банкет. I tell my people, I don't understand Orthodox Christians, they're all crazy.
you say that? I do. Я говорю, я не понимаю православных христиан. If you ever go to an Orthodox service, Если вы когда-нибудь посещаете православное богослужение, we're making the sign of the cross constantly. мы беспрестанно делаем знак креста. We wear crosses around our necks. Мы носим крест на We шее, have them all over the place. и у нас они везде. I say, you ask God all day long, give me the cross. И Give me the cross. круглый день мы просим Бога, чтобы Он нам дал крест. He gives you the cross and you say, why? Why? Он дает крест, и ты говоришь, что почему Он, зачем? We're crazy. Мы сумасшедшие. The only way to the Lord is the cross. Единственный путь к Господу — это крест. You should rejoice when it comes because you know you're on the way. Если Он приходит к вам, то вы должны радоваться, Not run. потому что вы через это познаете, что вы в правильном направлении движетесь, не убегать. The illness we have today Болезнь, которую мы имеем сегодня in the church в церкви and in monastic и life, в монашеской жизни, we fail to see Christ in each other. мы не можем видеть Христа друг в друге. Therefore, we judge each other. И поэтому мы судим друг друга. We don't trust each other. Мы не доверяем друг другу. We attack each other. Мы нападаем друг на друга. And therefore, if you don't trust and you judge and you attack, how can you ask someone to be your father? И поэтому, если ты осуждаешь и нападаешь на другого человека, как ты можешь просить его быть своим духовником? It is wonderful when your spiritual father can be holy. Замечательно, если твой духовник свят. But do you deserve a holy Ну father? а заслуживаешь ли ты святого духовника? We have the clergy we deserve because we don't pray for them. Духовенство у нас такое, какое оно есть, потому что мы о них не молимся. Poor Father David, sorry, Father. Poor Father David over here. Бедный отец Давид вот здесь. He's начальник. Начальник. Начальник, sorry. Do you pray for him every day? Вы о нем каждый день молитесь. Do you ask God to give him the strength to serve you? Вы просите Бога дать Are вам you- благодать служить вам. Are you grateful he serves you? Or do you see what he does that you don't like? Вы благодарны за то, что Он делает, или же вы замечаете только то, что вам не нравится? You're looking for what doesn't exist. Вы ищете того, чего не существует. God works through weak people. Бог работает, Бог действует через слабых людей. Вот Он я. And we have to have the faith to see Christ in our brothers. И нам нужно иметь веру, видеть Христа в наших братьях. Or we're wasting our time. Или мы просто тратим наше время. How can you walk up to the chalice Как вы можете подойти к чаше and take what looks like bread and wine и принимать то, что, видимо, кажется как хлеб и вино, into your body в свое тело принимать and say, I believe it's Christ? и говорить, я верю, что это Христос. And then you see your brother А затем смотреть на своего брата, that the Lord puts over you, которого Господь поставил выше тебя. and you don't see Christ. И Христа ты уже не You видишь. see somebody you don't like. Ты видишь просто того, кто тебе не нравится. What's wrong with you? Что с тобой не так? That's the problem. И вот это проблема. We don't have faith. У нас нет веры, We don't have love. у нас нет любви. We don't see Christ in each other, Мы не видим Христа друг в друге. therefore we don't see Christ. И поэтому мы не видим Христа вообще. I was hungry and you gave me to eat. Я был голоден, и вы накормили меня. I was thirsty and you gave me to drink. Я жаждал, и вы напоили меня. I was alone and you came and you comforted me. Я был одинок, и ты успокоил. Да. Who do you think the Lord was talking to about whom? Как вы думаете, о ком в этот момент говорил Христос? He was talking to you and me Он говорил к тебе и ко мне, about each other. о нас. There's the problem. И вот это проблема. The Lord's here and you can't see Him Господь здесь, и мы не видим. because you're so busy looking for yourself and things that you have created as God. Потому что вы постоянно заняты самими собой и вещами, которых вы сотворили в богов,
Бога. There used to be an old priest, his name was Father Galassi, Был один старый священник по имени отец Галасий, and he would never wear his cross. и он никогда не носил свой крест. He was an archimandrite. Он был архимандритом. He would only wear it when he served. Он носил его только тогда, когда служил. I remember I said to him one day, Father, why don't you wear your cross? И однажды я его спросил, почему вы не носите свой крест? He said, because I can't carry the one the Lord gave me. И он ответил, потому что я не могу нести тот крест, который мне дает Бог. He said, the cross around your neck И он сказал, крест, который у тебя на шее, says you're carrying the one the Lord gave you. говорит о том, что ты несешь тот крест, который тебе And he дал said, and I failed. Господь. И я не несу его. What about us? А что мы можем сказать о самих себе? Is that good enough, huh? I've got another one. Достаточно ли для ответа? Fine. Постараться повысить всякие слова. Он обращался к приходящим на Урафон. Он говорил, что когда вы приходите на Урафон, у вас благочестие, благовение должно быть так величиной святого. Потому что к концу жизни потому что к концу жизни ваше благочестие станет как яйцо. Да, если вы придете с благочестием величиной как яйцо, то к концу жизни ничего не останется. Скажите, наблюдаете ли вы в жизни то явление, что приходящие сейчас в монастырь не имеют вот того благочестия, которое имели монахи 20-30 лет назад? И если это так, допустим, среди ваших братьев или среди других монахов, можно ли какое-то оказывать снисхождение и учитывать этот факт? Снисхождение с тем, кто приходит. Монастырь может И вот является ли, если такое явление существует, является ли причиной условий современного мира, который так или иначе влияет на историю? No one need wonder what state the world is in. All you have to do is walk out the door and you see the mess it is. Никому не нужно The mess the world is in. Никому не нужно размышлять о том, в каком состоянии мир находится. Достаточно только выйти за дверь, и мы увидим происходящее. Monks are products of the world they live in. Монахи являются продуктом того мира, в котором они живут. And therefore, we bring with us all of our things from the world to the monastery. И поэтому мы с собой в монастырь приносим все те вещи, которыми мы обогатились в мир. 200 years ago, 100 years ago, или 100 лет назад, the world was less insane. Мир был менее безумен. Doesn't mean it didn't sin, Не означает это, что мир не грешил. but it wasn't as far from God as it seems to be now. Но он не был так далек от Бога, как кажется, он является далек сейчас. So when men come to the monastery or women come to the monastery today, Так что сегодня, когда мужчина или женщина приходят в монастырь, you have to start at a different place with them. нужно начинать, вы должны начинать с ними работу с другой ступеньки. Many come without any real family understanding. Многие приходят без ясного и настоящего понимания того, что такое семья. They come from broken families. Они приходят из
сломанных, разбитых семей, without mother and father, без отцов и матерей, from divorce, из семей, где произошел развод. from drugs, alcohol, sexual abuse, all Они kinds of things. приходят из семей, где практиковались наркотики, алкоголь, сексуальное насилие. Destroyed by consumerism and materialism. Они приходят из мира, который разрушен потребительством, Commercialism. коммерциализацией. That this destroys the soul. Это разрушает душу. It makes us less sensitive to one another. Это делает нас менее чувствительными по отношению друг к другу. And so you have to understand what's missing in the people in order to bring them together. Нужно для того, чтобы объединить людей, нужно понимать, что отсутствует в их жизни. If you're going to go on a trip and you have 6 cars, Если вы отправляетесь в путешествие, у вас 6 машин, you can't presume all the cars are in the same. думать о том, что все машины находятся в одинаковом состоянии. You have to know if the tires are good. Вам нужно иметь представление, You have to know хорошая if ли there's шина, fuel in the tank. есть ли бензин, So you have to check out the whole car. и полностью машину нужно проверить. And that's what you do when they come. You check them out. И вот это же происходит, когда они приходят, нужно их проверить. If they don't know family life, you teach them family life. Если они не знают о том, что такое семейная жизнь, нужно научить их этому. If they don't know how to pray, you teach them to pray. Если они не знают, что такое молитвенная жизнь, нужно научить их If they don't know молиться. how to work, you teach them to work. Если они не умеют трудиться, нужно научить их But you трудиться. do it all with love. Но все это делать с любовью. Not with yelling at people and telling them how stupid they are and you don't know how to do this and get out of here, you're worthless. Но не с криками о том, что как ты глуп, ты ничего делать не умеешь, и пошел вон отсюда. We are all broken before God. Мы все сломлены перед Богом. So is your broken worse than mine? It's all broken. Who cares? В смысле, испорчены перед Богом. Так что ваша испорченность, моя испорченность, что более важно? И то, и другое одинаково. What they don't know, we teach them. То, что они не знают, мы должны учить их. So every time a new one comes, you start at 1 all over again. Так что после того, как обнаруживается какая-то проверка, вы начинаете с нуля снова обучать. My mother had 8 children. У моей мамы было 8 детей. She said she had to do the same thing for me as she did number 1. И она говорила, что для меня, младшего, она должна была делать все то же самое, что она делала для первого ребенка. Number 8 didn't come out knowing everything. I thought I did, but I didn't. 8-й ребенок не появился на свет, зная все на белом свете, хотя я думал, что все на свете знаю. So when I read somewhere, I don't remember where it was, but I remember a definition of piety. Я не помню, где я это прочел, но я где-то читал определение благочестия. And I thought it was very powerful. И мне показалось, что это определение очень сильно. It said piety is distilled spirituality. И определение было такое, что благочестие это дистиллированная духовность. If a person walks into a church, если в церковь заходит человек and they see the icon и видит on the икону alloy, на аналое, and they make the sign of the cross and they bow very reverently and kiss the icon, и они делают знамение креста и очень благоговейно преклоняются перед иконой. that act of piety shows you the depth of their spiritual life. Это действие благочестия показывает вам глубину их духовной жизни. Is that all right, Father? Yeah. Отвечаю на вопрос. Человек больше, так сказать, настроен ревности. Ревность? Да, ревности, строгости, желание строгости жизни. No. Если определить Божию силу. Father, I don't think anyone comes to the monastery desiring a strict life.
Я не думаю, что кто-то приходит в монастырь исключительно потому, что он хочет строгости жизни. I think we come willing to be in a strict life if we can get God. Я думаю, что мы приходим, желая строгости жизни ради того, чтобы получить Бога. I don't like strict life. Мне строгая жизнь не нравится. But if it gets me close to God, I'm going to do it. Но если она меня приближает к Богу, я буду ее вести. I don't want to live with all you ugly people. Со всеми, абстрактно рассуждая, со всеми вами, неприятными людьми, я не хочу вместе жить. But if this makes me love God, I'll do it. Но если это приближает меня к Богу, то я буду это делать. So I don't say, let me see who's ugly, I'll go live with them. Так что я не говорю, когда я так рассуждаю, я не имею в виду, что кто бы тут был более всех некрасивый и похуже, я пойду с ним жить. So it is the desire for love. Это речь идет о желании любви. The desire for God. Желание Бога. That makes me desire the ascetical life. Который заставляет меня хотеть аскетической жизни. It's not the other way around. А не наоборот. You can't desire the ascetical life and find God. You have to desire God and be willing to take the ascetical life. Нельзя хотеть аскетической жизни и найти Бога. Нужно желать найти Бога и искать аскетическую жизнь. And we've all seen that. И мы все видели. Someone is living the ascetical life and they're mean and they're ornery and they're judging everybody, but they're doing the right thing. Мы все видели примеры такой жизни, когда человек живет подлинной аскетической жизнью, и в то же самое время он груб, он обращается резко с человеком, осуждает. And you say, Father, you have to love. They go, don't talk to me about love. И как только начинаешь ему говорить, отче, нужно с любовью относиться к людям. Не нужно со мной любить говорить. No, we've never seen that happen. Never. Ну, конечно, мы так с вами, конечно, в такой ситуации никогда не находились. Joy is a sign of the presence of the Holy Spirit. Радость – это знак присутствия Святого Духа. Look at this crowd. И давайте посмотрим на нас, на зал. Oh, yes, I'm sorry. Мы как бы за беседы выслушали немало таких как бы обличений, серьезных, которые, если слишком близко принять в сердце, они могут даже уныть. Хочется спросить, пожалуйста, вы действительно считаете, что языки? Unless you are different than my brotherhood, yes. Если только вы не отличаетесь от моего братства, то да. А как бы это сам считает, отличается? No. Нет, не отличаются. I think that if you go to a doctor to see him because you have a pain in your leg, Я думаю, что если вы пойдете к доктору, и потому что у вас болит нога, and the doctor said, "Dear sir, и доктор скажет, дорогой господин, you have a tumor in your leg, у вас опухоль в ноге. it appears to be malignant. Это злокачественная, вероятно, опухоль. I'll take a biopsy and see. Я возьму биопсию, да. And if it is malignant, we will have to cut your leg off." И если она действительно злокачественная, то нужно будет ногу отрезать. And you say, "Why are you attacking me?" И вы скажете ему, что ты на меня напал? You say, "Thank you for helping me to know what will save my life." Ты ему скажешь, спасибо, что ты помогаешь мне спасти мою жизнь. No? Разве не так? Еще вопрос. Да. В практике духовного окормления существует понятие как индивидуальный подход. One of the methods of spiritual direction is personal approach. Но
Свободной личности. Да. But there is also a notion of collective personality. И поэтому, видимо, каждое монашеское братство, оно обладает своим неповторимым лицом. So any monastic community has its personality. И я считаю, что необходим тоже индивидуальный подход к оформлению разных соборов личностей, разных фраз. Необходим индивидуальный подход, то есть необходимо учитывать и национальные особенности, и место проживания, страны проживания, и окружение, и даже климат, и многое-многое другое. И поэтому даже одну и ту же болезнь, вот медики знают, у разных людей хорошие медики лечат по-разному. И поэтому вот я не могу согласиться с отцом Якимом, что наше братство в точности похоже на его братство. Well, I'm sure it does not measure perfectly. Я уверен, что оно не одинаково с вашим братством один в один. If I said that or you understood that, I'm sorry, that was not the impression I tried to give. Если это именно то, что я сказал, и вы так меня поняли, я приношу свои извинения, это не то, что я хотел. I think any organization, any group, Я думаю, что любая организация, любая группа людей, any community, любая общность людей, any family, любая семья, all carries more similarities than differences. у всех присутствует больше сходств, чем различий. Because the differences are not of essence or fundamental purpose of who we are, they are external things. Потому что различия принадлежат не той области, которая фундаментальна для нашего «я», а они внешние. I know it might be a shock to you, Я знаю, что для вас это может явиться шоком, but being Russian is not part of your essence. но ваша русскость не является частью вашего «я», It is part of your external вашего surroundings. существа. Это часть вашего внешнего окружения. Being human is your essence. Частью вашего существа является то, что вы человек. And you and I share that same И essence. у нас это общее. And so I was speaking of us as humans, not as Americans, Russians, my monastery, your monastery. Так что я говорил о нас как о людях, а не о русских, американцах, ваш монастырь, мой монастырь. Можно я попробую? Но я национальный аспект я не выделяю. Не выделяю, оставлю его наряду с I think we're getting too particular, and you and I need to talk separately instead of to the whole group. It'll be easier. Я думаю, что мы в данный момент углубляемся слишком глубоко в детали, и нам с вами хорошо было бы поговорить отдельно, вместо того, чтобы говорить перед всей толпой. Можно спросить? Дайте, пожалуйста, краткое получение Иисусовой молитвы. You didn't ask for much, huh? Вы так малого попросили. The purpose of the Jesus prayer Цель Иисусовой молитвы is to sustain your conscious awareness of God's presence. поддерживать непрестанное памятование о присутствии Бога. So because of our human nature, our physical nature, Из-за нашей человеческой природы, физической природы,
We are very tactile. We are conscious of our physical environment. Мы излишне с большим вниманием, что ли, относимся к нашему материальному окружению. Our senses are filtering information to us all the time. Наши чувства непрестанно фильтруют поступающую информацию. And so there's always new information coming in. Постоянно приходит новая информация. And so we're distracted. И мы развлечены, наше внимание The развлечено. Jesus prayer engages the mind, Иисус, его молитва вовлекает интеллект, the heart, сердце the senses. You're speaking, you're hearing. и чувства. Вы говорите, вы слушаете. And so it takes the majority of your sensory experiences И поэтому вовлекается большинство вашего чувственного восприятия and turns them towards speaking to God. и используется для разговора, для обращения к Богу. And so it makes it easier for you to begin to concentrate on God. И благодаря этому легче говорить к Богу, сконцентрироваться на Боге. So it is a practice that needs to have someone help you. Так что это та практика, которую кто-то должен вам помочь приобрести. If you think you're a great football player, Если вы думаете, что вы замечательный футболист, and you know some moves that you think are going to make you a star, и у вас есть какие-то приемы, с помощью которых вы станете большой знаменитостью, you need a coach to correct your moves so they are better and you actually become the star. вам нужен тренер, который откорректирует вашу технику, и вы действительно с помощью этих приемов станете Or if звездой. the move you think is flawless is liable to be the one that loses the game. Или в противном случае, если вы считаете, что ваша техника безупречна, то как раз в этом случае вы проиграете игру. So a person who can guide you in learning to do the Jesus prayer will guide you in everything. Так что человек, который сможет научить вас Иисусовой молитве, сможет научить вас всему. That's a little bit on the Jesus prayer. Это немножечко о Иисусовой молитве. That was the intro to chapter 1. Это было вступление в главу номер 1. Батюшка, а вот в течение предыдущей беседы, в течение этой беседы, вы все время говорите одно и то же слово. Любить, любить, любить. А как любить? Что нужно для этого сделать? Что вы лично делаете, чтобы любить? Что последнее? Как любить? Что нужно, чтобы сделать любить? Что вы лично делаете, чтобы любить? Вот, ну и краткий такой еще момент, то что не забывайте о том, что все-таки в лестнице любовь находится на самом последнем уровне. То есть ее сложнее всего достигнуть. Top. It's the goal. It's the goal. Yes. On the ladder, love is the goal. На этой лестнице любовь – это цель. Because everything we do is geared towards love. Потому что все, что мы делаем, оно ориентировано в сторону любви. I remember when I was a novice, Я помню, когда я был послушником, I said it's easy to love people I like. я говорил, что легко любить людей, которые тебе нравятся. But it's not easy to love everybody. Но нелегко любить всех. My spiritual father says, if you love people you like, И мой духовник говорил, если ты любишь людей, которые тебе нравятся, you just love yourself. ты по-прежнему любишь только себя. Because if you don't love everyone, Потому что если ты не любишь всех, you don't love anyone. ты не любишь никого. Because you only love yourself. Потому что ты только любишь Because себя. I like those that are good to me. I like those that I like, but others I leave out. That's not love. That's self-love. Потому что ты как бы говоришь, я люблю тех, которые мне нравятся, кто ко мне относится хорошо, а всех остальных я отсекаю, поэтому я в реальности люблю себя. Now to answer your particular question, Теперь отвечая конкретно на ваш вопрос, how do you love? каким образом любить?
I was told as a novice, Когда я был послушником, мне было сказано, if you want to love, если ты хочешь любить, you must make yourself available to everyone all the time. ты должен всегда, в любой момент времени, сделать себя доступным для всех. Whatever anyone needs, you do. Что бы от тебя не потребовалось кому-то, ты делаешь. If you are dead tired and somebody wants to talk, you talk. Если ты насмерть устал, но кто-то хочет с тобой поговорить, You ты говоришь. serve everyone before yourself. Ты служишь каждому, прежде чем послужить себе. Think not of yourself and you will learn to love. Не думай о себе, и ты научишься любить. Does that answer? Это Or does that отвечает make a на bigger вопрос? question? Или это только расширяет вопрос? Если это все, тогда все. Это сезон, это сезон. There you go. This is it. Вот. Это все. What do you do for that? What do you do He for also that? asked, yeah, What do you do for that? I try to be of service to people. Продолжение. Что лично он делает? Я пытаюсь служить I людям. just try to give to people whenever I can. И стараюсь отдавать тогда, когда я могу отдать. Хотите сказать, можно еще погорячее всегда? Yes. Вот когда батюшка много говорил о любви, такое вот возникает ощущение, что как бы есть некая граница, по одну сторону которой любви нет, а стоит перейти эту границу, и любовь уже есть. Но ведь это не так, ведь существует много степеней, ступеней, уровней любви. То есть мы знаем, что всесовершенная любовь – это сам Господь Бог. И движение к этой любви, оно начинается здесь, на земле, и не прекращается никогда, если человек двигается. Но, вот, допустим, живя в нашем братстве, там уже 14 лет, я не встретил ни одного человека, в котором бы не было любви. Просто у всех братьев она разная степень. And why can you not find a man who doesn't possess love? И почему же вы не можете найти человека, у которого нет любви? I'm sorry? Вы спросили, отец Костян, спросили, я за 14 лет ни разу не встретил человека, в котором не нашел бы любви. Просто она отличается в разных случаях. Он говорит, и почему же вы не встретили ни одного человека, в котором не нашли любви? Ну, я не искал. Well, because God loves man, man is able to love. It's not man that creates the love, it's God. And therefore every human being... Sorry. It's because God Это потому loves что man Бог любит человека. that man is able to love. По этой причине человек способен любить. Therefore every man is able to love because God has loved him first. Поэтому каждый человек способен любить, потому что So Бог no возлюбил human его is without первым. love. Поэтому нет ни одного человека без любви. But because we have love within us doesn't mean we're capable of loving. Но тот факт, что любовь есть внутри нас, не означает, что мы способны к тому, чтобы любить. If we love ourselves, we cannot love others. Если мы любим себя, мы не способны любить других. So we have to put aside ourselves Так что нужно отречься от себя in order to love someone else. для того, чтобы любить другого. Один святой муж сказал, что есть два полюса духовной жизни. Это любовь
к Богу до ненависти к себе. One is loving God to the point where you hate yourself. И второй полюс – это любовь к себе до ненависти к Богу. And the other, loving yourself doesn't matter so much that you hate God. И вот я считаю, что вот и четкой границы, я считаю, что нет между этими. My opinion that there is no clear distinction, no clear border between these two sides. То есть мы все находимся между этими полюсами. We are all in between somewhere. И я считаю, что наша задача это совершенствоваться. And our goal is to grow, to become perfect. Через постепенное самоотречение. By putting ourselves aside, denying ourselves. И я прошу прощения, но я просто пытаюсь защитить нашу расу. I ask you to forgive us, but I'm just trying to defend our brother. I don't think your brotherhood needs any defense. Я не думаю, что это требуется защищать ваше братство. Because they weren't being attacked. Потому что на них никто не нападал. Пожалуйста, поясните вот слова Исаака Сирина о том, что любовь к ближнему приходит через любовь к Богу. Я раньше читал наоборот, сначала надо научиться любви к ближнему. I think similar to what this gentleman, I know his name, similar to what, no, sit down, similar to what he said. Говорят, приблизительно так же, как и в случае вот этого. I don't want the dissertation, I just was making reference to you. Так же, как в примере вот, отца Августина, я не знаю, к сожалению, как его зовут. Нет, сидите, я не хочу еще одной диссертации. У нас просто... There is a balance. Есть некий баланс. I think we'd have to take what St. Isaac is saying completely in his writing. Я думаю, что необходимо брать преподобного Исаака Сирина в полноте его писания. In order to see how he was using that. Для того, чтобы понять вот этот отдельный фрагмент его творения. But the scriptures do say. Но Писания говорят. If you say you love the God you do not see, but do not love the brother you do see. Если ты говоришь, что любишь Бога, ближнего, Бога, которого не видишь, а ближнего, которого видишь, не любишь, then you're a liar. То ты лжец. So I think that gives us the emphasis that you have to love what you see in order to love what you cannot see. И я думаю, что это фокусирует наше внимание на том, что нужно любить то, что ты видишь, прежде чем ты научишься любить то, что ты не видишь. And the Lord Himself said, И сам Господь сказал, whatever you do to the least of your brothers, you do to me. То, что ты делаешь меньшим всем, ты делаешь мне. So if you love your brother, you love me. Так что если ты любишь своего брата, ты любишь меня. If you don't love your brother, you don't love me. Если ты не любишь своего брата, то ты меня не любишь. There's nowhere in the scriptures that the Lord says, if you love me, you love everybody. Нигде Писание не говорит, если ты меня, Бога, любишь, то ты любишь всех. But the scriptures do say, if you love your neighbor, you love God. Но, тем не менее, Писание говорит о том, что если ты любишь ближнего, то ты Бога любишь. Yes. I have a personal question about you. Oh Lord, I don't know if we'll answer those. I'm just teasing. Go on. So the question is, how do we get the Christian Orthodox religion in America? I mean, it's not usual. Did you come from Christian Orthodox family, or how did it happen? That's a long personal story, and maybe another time we can get to that. Это длинная личная история, может быть, в другой раз я смогу о ней поговорить. Can you do a short version? I'm here. Можно ли услышать That's краткую it. I'm версию? here. Я здесь.
enormous strength. That's enough. No, I just didn't. You're all kind of going, I don't know. Нет, я просто вижу, что вы так немножко откинулись. There's a gentleman here. Я бы хотел вернуться к истории с чемоданом. Там говорили о ключах записывать. Что, простите, промежутки делать, чтобы я успевал про историю чемодана и дальше что? Там говорилось о кирпичах, которые они носили. Там были записаны как бы проблемы. А вот эти проблемы разве не являются крестом, который должен нести человек? Good question. Хороший вопрос. They can be. Они могут быть. But what I was making reference to were things that we weigh our life down with that are not necessary. Our sins, our prejudices, our hatreds, our distorted sexual behaviors, our false understandings. Они могут быть, но что я пытался подчеркнуть, что мы перегружены вещами, которые излишне, как то наше не осуждение, а пресуществующее мнение о чем-то там. Осуждение, наши половые всякие потребности и стремления, страсти и прочее, прочее. The same that is done with our sin. Тоже происходит с нашими грехами. Our sin deforms us. Наш грех искажает нас. And we see things in a distorted way due to sin. И из-за греха мы начинаем видеть вещи искаженно. And when we repent of our sin, и когда мы каемся в нашем грехе, we are free to walk towards God and see clearly. Мы свободны для того, чтобы идти к Богу и free to walk towards God. Okay, what did I say? Leave it. I used the example of the psychology. Я использовал пример психологии to make reference to something on the spiritual as well. Для того, чтобы также сделать какие-то ремарки в отношении духовности. Yes. Rest, all right. Вопрос здесь. Скажите, может ли стремление любить ближнего принять неправильное направление? И как вот I don't understand. Could you please ask again? Может быть, еще раз я вам задам вопрос. То есть, может ли желание любить, стремление любить ближнего? Любить ближнего, то есть вот человек начал, стремился любить человека, да, вот ближнего. И вот может ли вот это стремление, действие человека или еще что-то, слова там, я не знаю, все, что он делает для ближнего, может какое-то неправильное направление принять? Of course. Yes. Yes. And that's one of the reasons it is so important that we work on destroying our pride. Очень важно при этом работать над уничтожением своей гордости. That we have a spiritual father who can help us remove our failings and flaws. We always have mixed reasons why we do things. It takes a lifetime of repentance to get us to be able to respond purely as the Lord requires. But we always have to keep in mind
that our actions are always tainted by our sin. Что наши действия всегда поддерживаются нашим грехом. There's a lot of people. Let's not make this a monologue. Вопрос по существу. Просто неудобно в монолог прочитать. У нас такое большое братство людей, поэтому хотелось бы... I said we could talk later. Я предлагаю, мы садимся и серьезно позже разговариваем. Это для всей братьев будет. I think it's useful for all the whole brother. Well, it's better to be obedient than right. Лучше быть послушным, чем правильно. No, it's better to be obedient than right. Я повторяю, лучше быть послушным, чем правильно. Thank you. Присаживайтесь, спасибо. Yes. Батюшка, выходит, вот, что для человека, особенно для новоначального, хотя... What I see, especially for the newcomer, for the beginner. Нужно вообще во всем быть откровенным с духовником. So you have to be really sincere with your spiritual father. I remember when I was young. And the most important. Это самое важное, наверное, да, для всякого человека. And the most important thing for everyone. Это самое важное. Да, это и есть для новоначальных самое, наверное, важное. Откровенность. I was told when I first started Мне сказали, когда monastic life, начал свою монашескую жизнь, that if there's anything about your soul, что все, что касается your spiritual father does not know, если об этом не знает твой духовник, you are lying to him, ты обманываешь его, and you are stealing from yourself, и ты обкрадываешь себя, because he can't help you. потому что он не сможет тебе помочь. So we need to be open. Мы должны быть открыты. And the only thing that keeps us from being open is our pride. А что держит нас в открытости, это наша гордость. If we're not afraid to sin before God, если мы не боимся грешить пред Богом, why should we be afraid to have any human being know our soul? Почему мы боимся того, чтобы какая-то душа человеческая знала наши грехи? It's our pride that keeps us from opening. Это наша гордость, которая держит нас от открытости.